Будхическое тело– это высшее интуитивное тело в теософской и йогической традиции, тело души или тело интуиции, отвечающее за высший разум, самосознание «я», моральные принципы и видение сути вещей, связывающие человека с божественным началом, где формируется чувство единства со всем сущим. Оно является носителем духовной мудрости, способно к иррациональной логике саттарка, выходящей за пределы обыденного мышления и развивает невозмутимость и безусловную любовь. Позволяет видеть истинную суть явлений и связей, чувствовать единство всего живого, формирует индивидуальность и осознание себя как части божественного целого, девиз «Я есть». Через совесть диктует фундаментальные этические законы. Развитие этого тела ведет к ощущению радостей и печалей других людей, к пониманию единства человечества. Напрямую связано с духовными законами, которыми человек живет. Имеет прямое отношение к сущностному самоотождествлению, а также верой в себя, во что-то или в кого-то. В этом теле определяется место любимого человека или дело жизни, которое они занимают в душе и насколько они важны. В нем же и находятся ключи к решению многих проблем, в том числе семейных и иных отношений. В будхиальном теле вызревают и оформляются главные жизненные ориентиры и то, ради чего человек готов отдавать себя. Оно же является источником вдохновения и главной движущей силой любых длительных усилий, которые человек совершает ради достижения глобальной цели. Именно в будхиальном теле происходит мощная коррекция, когда человек по-настоящему фундаментально решает измениться или принимает решение идти своим или иным путем, или глубоко входит в духовные или иные практики, другими словами, решает посвятить себя чему-либо. Тогда используются фразы «уйти во что-то с головой» или «посвятить свое сердце или душу» или «служение идеалам» или чему-то невероятно важному для человека. Когда речь идет о человеческих взаимоотношениях и о любви между партнерами, то именно свет и энергия будхиального тела позволяет пройти через любые испытания ради другого человека. Ибо в душе он занимает огромное место, и все, что связано с этим партнером, становится невероятно важным и ценным. Сияние и энергия этого тела, с теплом и заботой вложенная теми педагогами, о которых говорят «учитель от Бога», запоминается и проносится с детства сквозь всю жизнь. Энергия этого тела выше каузальной, и ее невозможно восполнить каузальной, что справедливо отмечают дети, как в сердцах сказал сын известного французского актера Депардье, не уделявшего внимания своему сыну из-за постоянных съемок и пытавшегося восполнить это финансовой поддержкой: «Папа, забери назад свои бабки». Имеется и прямая связь будхиального тела с гармонией и чистотой на уровне ниже лежащего астрального тела. Причиной депрессии обычно бывает перекрытая на тонком уровне связь с телом ценностей. Если энергоструктура сильно залеплена, все теряет смысл, и мир лишается красок. Настройка на планету Уран может за несколько секунд вывести из депрессии, если разряд Урана собьет темные тучи, прочистив голову и позвоночник, как молния бьет сквозь громоотвод. Уран отвечает за связь с высшими планами и напрямую связан также с трансформацией тонкого мира силой намерения. Вообще, несмотря на то, что высшие планеты, такие как Уран, присутствуют в гороскопе, далеко не всегда они активизированы и используются человеком. Поскольку связь с высшими телами обычно работает нормально только тогда, когда обретено искусство владения собой и поддерживается чистота на уровне астрального тела, то, соответственно, практики работы над совершенством в астральном диапазоне становятся невероятно значимыми и важными. Из будхиального тела идет невероятно мощная поддержка, обеспечивающая длительные и очень серьезные усилия, которые человек затрачивает на преодоление препятствий на пути. Из него он черпает вдохновение. Именно будхиальное тело является движущей силой каузальных усилий, и именно позиции будхиального тела определяются поступки и действия, поддерживаемые в течение длительного времени. К этому телу относится и ответ на высказывание: «Но почему я никак не могу добиться своей цели? Ты просто недостаточно хочешь этого».
Важно понимать, что астральное желание и мотивация будхиального тела несравнимы с мощностью и уровнем процессов, сдвигаемых в тонком мире соответствующими телами. Они просто задействуют совершенно разные этажи реальности. Когда будхиальная ценность должным образом прочувствована и вызрела, она опускается в материализацию на каузальный уровень. Для этого иногда надо подождать, чтобы процесс дозрел. Он не терпит суеты. Затем происходит небольшое чудо. То, о чем человек долго мечтал, волшебным образом сбывается. Отсутствие скандалов в семейной паре свидетельствует не только о высокой воспитанности, но и о гармонии пары на будхиальном уровне, и от того, присутствует ли обоюдное уважение к ценностям партнера и есть ли в душе место для ценностей партнера. В случае виляния внутренних позиций, когда человек никак не может определиться, где и с кем ему быть, ниже лежащее каузальное тело остается без защиты и на уровне событий все время будет трясти, иногда опускаясь по телам ниже до уровней болезни физического тела. Четко сформированная и прочувствованная позиция дает колоссальную опору и защиту в тонком мире и служит незыблемым фундаментом и основой дальнейшей гармоничной развертки ниже лежащего по частотам событийного плана. Когда кому-то на кого-то или на что-то не хватает времени, надо корректировать ситуацию не в каузальном, а в будхиальном плане, по мотивации и важности. Человек реально отбрасывает все лишнее, выделяя время для главного. Иногда надо остановиться и глубоко прочувствовать внутри себя. Что на самом деле главное? И раз оно действительно главное, то почему же оно до сих пор не занимает основной приоритетной дотации времени и иных необходимых для этого ресурсов? Любовь имеет самое непосредственное отношение к будхиальному телу. Место в сердце или в душе любимого человека, любимой работы или любимого дома или любимых друзей. Свет будхиального тела – это животворящая энергия, обеспечивающая расцвет и сам смысл существования. Тепло, которое переполняет сердце, подобно солнцу, согревает и притягивает объекты, попадающие в поле его внимания и заботы, и дает им то, что обеспечивает их развитие и процветание. Все, что человек любит, он поливает этим потоком, и посеянные семена дают благодарные всходы. Поэтому человек, который по-настоящему любит и ценит приключения, будет иметь их вдоволь. Человек, который любит деньги, сможет обрести богатство. Тот, кто по-настоящему задаст себе вопросы, что такое истинная свобода и что такое матрица, и тот, кто действительно всей душой поставит задачу открыть дорогу к себе домой на тонком плане, найдет все скрытые и кажущиеся недостижимыми для других ключи. Это тело имеет прямое отношение к духовной силе человека. Твердость жизненных позиций, когда человек чувствует незримое дыхание божественного плана и намерен следовать им до конца, несмотря ни на какие препятствия, подтверждает то, что в языке выражается словами «сила духа».